Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас будет такая тема, она больше касается все-таки, наверное, новичков. Потому что, кто играет довольно долго, уже сами в курсе куда, что, зачем и почему. Также тех, кто реально донатит в игру, вряд ли тоже эта тема заинтересует. Но у нас сегодня такая тема, на что можно потратить изумруды в нашей замечательной игре Mighty Party. Сначала давайте немножко по событию пробежимся, буквально пара минуточек. Стал я, как обычно, теперь на этом задании, открывал уже немало я сундуков, но крыса не падает просто категорически. Вот не падает и все. То есть, чтобы не быть голословным, я не самое малое количество сундуков открыл, то есть 6-й бонусный. Половина до него осталась. И вот у меня еще 1171 есть рунок. Накоплю, наверное, еще. Либо, может, изумруды потрачу. Все-таки еще, наверное, пятитысячник один открою. То есть, так вот. Прошел я вот до сюда. В общем, не везет. Яму проходил, прошел яму. Надеялся, что упадет мне отсюда, например, все-таки крыса. Или хотя бы что-то двойное. Вообще ничего не упало. То есть, вообще ничего не было. Кстати, самый почему-то проблемный босс для меня, в принципе, как и логично было, оставался Хьюз. То есть на Хьюза я потратил больше всего попыток. При этом Леди Мунлайт я прошел, по-моему, если не ошибаюсь, с 3. Вот с Хьюзом почему-то не заходило и все. И, соответственно, Tempus Fugit в Телеграме я выложил видео его прохождения. Так что, если у кого-то есть желание, то заходите к нам в группу, в общалку. Там интересные товарищи собрались и подсказать могут. И просто интересно иногда почитать всякие темы обсуждения. Там же в Телеграме я провел опрос. Возвращаемся к нашей основной теме. И опрос был, на что вы тратите изюм. Я где-нибудь здесь вот справа, получается, выложу скриншот этого опроса. И сделаю его там полупрозрачным, чтобы он нам не мешал. И пройдемся по нему, просто пробежимся. Итак, вопрос был, на что вы тратите изюм. И, соответственно, я давал варианты ответов, такие как скины, призывы обычные, праздничные призывы, магазин желаний, рынок, события, попытки в башне яме, охота, золото и, соответственно, битва гильдий. И пойдем прямо по нарастающей. Первое и с 0%, соответственно, это битва гильдий. То есть, где мы тут можем потратить изумруды? В 2 вариантах. То есть, первый вариант это мы можем, когда мы выставляем войска, мы их можем скрыть, количество наших войск. Либо, если у кого-то скрыто, но нам надо проатаковать эту клетку, мы можем потратить изумруды и увидеть, сколько там стоит войск. Вот что касается битвы гильдий. 0% из опрошенных тратятся на битву гильдий. Это в основном процветает в топ-гильдиях. Там уже изумруды не особо такие считают. Там не так это дорого стоит, копеечки, но для обычного фри-то-плей игрока, там средней гильдии, это как бы и не надо особо. Следующее по процентовке это праздничные призывы. То есть они у нас появляются вот здесь вот в магазине. Обычно они стоят в призывах на самом верху. Самая первая клетка это обычно праздничный призыв, когда он есть. Что касается праздничных призывов, лично я буду высказывать лично свое мнение по каждому пункту. То есть не опираясь даже на процентовку и прочее. Я не советую тратить на праздничные призывы тем игрокам, у кого уже есть немало карточек. То есть, если у вас определенное количество карт есть, и вас это на данный момент, скажем так, устраивает, то не надо тратиться на праздничные призывы. На праздничные призывы можно потратиться вообще вот самому новичку еще каким-то, я могу поддержать такую идею, что достать реально немало карточек, особенно если там Лего упадет, какое-нибудь событие сильное, там, неважно, да тот же самый, там, я не знаю, Ореох и Остро, Шаамуна,
Йорик, еще кто-нибудь, куча может игроков, карточек упасть. Вот тогда, как бы, если в самом начале вы начали играть, у вас есть там изумрудов определенное количество, и выпал праздничный призыв, то можете попытаться. Ну, опять же, я это не шибко приветствую. Не самый лучший вариант траты изумрудов, ибо изумруды нам понадобятся на гораздо более, скажем так, глобальные цели. Следующее – это рынок. Рынок у нас собрал 18%. То есть рынок у нас, ну, магазин, я его называю рынок по привычке уже, черный рынок. Там он называется магазин. Вот здесь я уже могу вам посоветовать тратить иногда изюм. Не всегда, и только при достижении того, когда у вас будут появляться здесь легендарки. То есть изначально новичкам здесь эпики, здесь ловить особо нечего. Потому что, ну, там не настолько большое количество карточек, и это не стоит тех изумрудов, которые вы за них отдадите. Лучше уж тогда оставьте на более что-то полезное. Кстати, вот у меня выпал стрик. Могу я его наконец-то перегнать на 11 уровень, потратив 600 изумрудов. И вы знаете, за стрика я их отдам. Мне реально вот на стрика не жалко 600 изюма. Покупаем стрика. Отлично. Я доволен. Но новичкам, опять же, там эпики. Смысла нет на это тратиться. Лучше оставьте. Лучше оставьте. Следующее у нас по процентовке — это призывы обычные. Да, любому новичку хочется всегда потыркать этот изумрудный призыв, надеясь, что там что-то упадет. Упадет там лего, упадут там эпики, которые нужны и прочее. Не советую. Ребят, вообще с призывом связываться не советую. Потихонечку, потихонечку. Есть бесплатный призыв раз в неделю. Ждите, копите. Эта игра не однодневка и даже не ежегодка. Она на много лет. Поэтому никуда не торопитесь, копите изюм. Он не настолько часто здесь падает. То есть получается у нас, если мы тупо собираем 30 заданий и 20 с ежедневки вот этой. Блин, рекламы задолбали. Вот здесь вот она. Есть у нас 20 тоже изюмов за 2 часа игры. То мы получаем 350 в неделю. То бишь 1200, 1350 в месяц. Ну, плюс еще мы отсюда имеем. Это если вы вообще чисто фри-то-плейный игрок, вы вообще не донатите и забиваете на все конкурсы, там, где можно получить изумруды, то вы получаете в месяц 1350 там. Ну и, соответственно, с боевого пропуска немного изумрудов. Вот они тут есть. Если вы его, опять же, не покупаете. Это, пожалуй, единственное, на что я советовал бы тратить реальные деньги. Ну, помимо питомца. То есть, ну, опять же, на более поздних лигах, там, хотя бы начиная там с той же самой там 11, 10, 9, ну, тут уже можно как-то еще. Ну, и то надо смотреть выгоду. Вот. По поводу призывов обычных не советую. Не советую новичкам тратиться на это. Даже на 10-кратный, где там одна лего выпадает 100%. Ну, не стоит оно того. Реально не стоит. Вы леги будете получать из магазина желаний. Одну легендарку вы будете раз в месяц получать. И так вам будут падать там в бесплатном призыве. Тоже нередко падают леги. Ну, это вот на своем личном опыте. Итак, по поводу обычных призывов мы разобрались. Наравне с ним также 25% стоит магазин желаний. То есть сейчас у нас магазина желаний нет, но он будет в пятницу. Будет в пятницу, и вот туда я тоже не советовал бы тратить изумруды. Только если, когда уже вам будет выпадать 2 героя, то есть изначально там выпадает 1 герой, то есть новичок сможет получить 1 легендарку. Потом, когда у вас будет 2 героя, и вам они, допустим, ну оба там катастрофически нужны, допустим, там, ну не знаю, тот же самый там, кого там можно назвать, ну тот же самый, допустим, там, Харон и Шаамуна, вам надо их и все, Харона и Шаамуну, чисто для примера. Тогда только можно рискнуть и попытаться немножко вкрутить. Но там падает настолько мало карточек, то есть магазин желаний все-таки для того, чтобы получать новых героев, а не для того, чтобы прокачивать уже имеющихся. Поэтому настолько мало карточек там падает, что, ну не знаю, по-моему, это не стоит того. Не стоит это траты изумрудов. Ну, только если вам действительно прям вот необходимы эти герои. Там, не знаю зачем, но вот необходимы и все.
Разобрались с магазином желаний. Больше по нему и сказать-то особо нечего. Следующий по процентовке у нас идет покупка золота. Вот это уже такая тема на любителя, скажем так, готовы вы или не готовы. То есть в основном все-таки золото покупается в рост. Но также здесь существует такое предложение, где можно купить 200 тысяч золота за 500. Это самое богатое, скажем так, предложение, потому что есть еще золотой дождь, есть и рука Мидаса, если не ошибаюсь. Вот золотой дождь это 150 тысяч за 500, рука Мидаса это, по-моему, 200 тысяч за 500. Могу ошибаться. То есть вот 200 тысяч за 500 это стоит того, чтобы это брать. То есть новичку в том числе, потому что у новичка как раз с золотом добычей не такие прям шикарные шансы, не так много золота падает. И если у вас есть действительно изумруды, и вы хотите в рост поднять еще больше изумрудов, то это стоит того, чтобы купить золото. То есть я сам нередко в рост трачусь на золото. Особенно если хорошее предложение, то я покупаю. Покупаю и качаю. Вот что касается золота. Следующее, но, пожалуй, уже вот такие пошли действительно по важности, это охота. То есть я на охоту трачу изумруды, ну, соответственно. Вот у меня сейчас пет прокачан до 7 уровня. И вот все мне не собраться, сейчас пришлось там немножко потратиться. А так я планировал вообще провести охоту. То есть надо его уже перегнать на 8 уровень. Будет он посильнее. Надо его перегонять на 8 уровень. То есть вот на охоту тратиться можно. Но опять же, то есть если вы не покупали себе пета, то у вас, соответственно, есть только вот такой питомец, как нектар. То есть вы прошли цепочку заданий, и у вас появляется вот такой питомец, нектар. Тратиться на него, честно говоря, не вижу смысла. Вообще не вижу. Ну, вы потратите очень немало изумрудов, потому что там задания такие неприятные тоже попадаются. И приходится и изумруды тратить. И по факту вы ничего не получите. То есть если вы вообще не готовы вкладывать в игру, вам не нужен питомец, ничего, ну, можете начать его качать, но я бы не советовал. Прибавка минимальная, а изумрудов уходит очень много. То есть Скольн у меня вот еще есть. Его я прокачал до 7 уровня. Но Скольн у меня был чисто для башни ямы. То есть, а потом мне подарили, соответственно, всем тогда дарили карточки. Вот мне подарили стального хати. Его я прокачал до 5 уровня. И вот теперь я его использую в башне яме. Соответственно, Скольн мне уже нафиг не нужен. Ну и питомец, которого я купил, это Дрогон. Не пожалел я ни разу, что на него потратился. И вот пока, да, я говорю, что на 7 уровне буду его дальше качать. Вот на охоту, я считаю, это одно из приоритетных. Но если только у вас действительно купленный питомец, это того стоит. Если у вас просто нектар, ну и забейте на эту охоту. Просто его ставьте, чтобы питомец был, чуть-чуть прибавочка будет копеечная, да и фиг ты с ним. Потому что, ну, больше он вам ничем особо там и не поможет. По поводу охоты разобрались. На следующем месте у нас идет, соответственно, событие. На событие тратится, ну, скорее всего, придется, если вы хотите его пройти. То есть, те же самые там докупить руну вот в этом крайне неприятном задании, 4 раза прокрутить легендарный сундук. Там либо, что у нас там, призыв сделать. На 40 тысячах рун тоже может понадобиться немножечко потратиться, там докупить опять же. Ну, есть такие, в общем, задания, где стоит потратить на самом деле изюм. Плюс, когда вы проходите, ну вот как я прохожу быстро до 3 главы, мне еще приходится тратиться на попытки, потому что у меня их всего 5 штук. И, соответственно, заберем последнего. И, соответственно, приходится тратиться, чтобы не ждать. Ну, можно повыбивать попытки, но там их, как мне написали, выпадает всего 3. Ну, я вот, да, больше 3 пока и не выбивал. Очевидно, действительно, 3 попытки падает в событии. И, соответственно, вот так вот. По поводу события разобрались. Следующее у нас идет, это получается вторая по популярности, это попытки в башне яме. Вот здесь это действительно того стоит. Вот я сейчас прошел яму и, соответственно, потратил сюда, ну, что-то около 160, по-моему, изумрудов. За 160 изумрудов я получил, соответственно, здесь 250 карточек, здесь 185 карточек, здесь 135 карточек. То есть, ну вот начиная отсюда я где-то, по-моему,
По-моему, да, Нуара я так проходил. Вот, грубо говоря, Бедовую Джейн... Нет, на Бедовую Джейн тоже не тратил. Вот, Леди Мунлайт я потратил 120 изюма. Опять же, если не ошибаюсь. Но 120 изюма за 185 легендарных карточек — это прекрасный результат. Ну и здесь я потратил 40 изумрудов. Не зашло мне в начале, в первой попытке. В второй попытке я его уничтожил. То есть это, опять же, есть в Телеграме видео. Кто захочет, заходите, посмотрите. Вот. Вот что касается ямы и башни. То есть даже если вы потратите на ту же самую, ну вот как я трачу на башню, в основном у меня выходит от 400 до 600 изумрудов. Ну, бывает больше, но это крайне редко. То есть это выгодно, потому что, как вы видели, сейчас я покупал стрика за 600 изумрудов 145 карточек. При этом, здесь я, грубо говоря, потратил 40 и получил 250 карточек. То есть, ну, это немножко разное, но там, тут я покупаю то, что я хочу, здесь я получил Кобу, который мне как бы нафиг не нужен, а он мне все падает и падает. Он меня теперь преследует, походу. Вот, поэтому, опять же, и на яму, и на башню, но на яму, если вы видите, что сможете пройти босса, если у вас за попытку, там вот у меня, допустим, у него 4,50 здоровья, а я бы, допустим, за попытку выбивал там 300 ему очков. Ну, понятное дело, что я бы дальше тратиться даже не стал, потому что это извращение, тем более, если бы я видел по картам своим, что я не смогу его пройти, ну, либо там смогу, но истратив очень много гемов, ну, изумрудов, то я бы, конечно, не стал бы этого делать. Но если вы видите, что реально потратить там, ну, в районе 200 примерно изумрудов и пройти, например, босса, оно того стоит. Так же, как и в башне. Ну, в башне больше все-таки там на удачу завязано, как рандом к вам будет благосклонен, в какой попытке вам упадет проходимый соперник. Потому что, ну, иногда падают соперники, с первого хода он выставляет такого героя, что ты видишь, что это все. То есть ты ничего сделать не можешь. Да, это печально, грустно, но с этим приходится жить. Такова игра. Вот, то есть тут тоже надо все-таки немножко думать головой и не безрассудно тратить там изумруды по 1000, по 1500 сливать. Если у вас так получается, но это неправильный подход. Те же самые 600 изумрудов я согласен потратить на башню. Мне не жалко, потому что я получу гораздо больше карточек. Но тратить больше 1000 это уже какой-то беспредел. Это реально беспредел. Вот для себя я выбил формулу, что 600, 700, вот это максималка, то, что я готов потратить на башню и получить там определенное количество легенд. В яме то же самое. Вот я сейчас видел, что я прохожу, там, допустим, Леди Мунлайт. Я из первой попытки снес там 1200. И я вижу, что я могу ее пройти. Я начинаю тратить здесь гемы. Я потратил их 120, прошел ее. Здесь первая попытка не задалась, я вижу, что 40 потрачу и пройду этого темпуса. И я потратил и прошел. То есть вот в этом плане тоже. Это полезная трата, но немножечко думайте все-таки головой, когда это делаете. Не надо безрассудно выкидывать туда тонны изумрудов. Ну и самый популярный ответ, но это логично абсолютно. В вопросе это люди предлагают тратиться на скины. То есть скины вам, во-первых, пригодятся в 3 главе события. Все скины абсолютно. Там они меняются, чередуются. Кроме футбольных, как я и говорил у себя в отдельном видео про скины. Футбольные нафиг не нужны. Трата денег просто. Вот. В остальном же скины это действительно самая разумная трата изумрудов для новичка. Самая разумная. То есть рост большой, старайтесь подбирать росты так. Пропускайте росты, если видите, что не наберете определенное количество изумрудов. Там ждите. Ничего страшного, что вы пропустите что-то, месяц подождете. Зато потом бустанете, так бустанете. Все будет нормально. Вот и получается, что самая действительно выгодная трата это покупать скины. То есть, ну и про скины у меня также есть отдельное видео. Все есть. Вот такая вот у нас получилась трата изумрудов. Ну, как я уже и говорил, это не касается донаторов, потому что они там тратят по-своему, и им пофигу на общее количество. Сколько надо, столько и задонатить. Поэтому это относится все-таки к фри-то-плей и к новичкам больше. Ребят, берегите изумруды. Если вы не вкладываете в игру, их не так много получается. Что-то можно получить с конкурсов. Ну, как я уже говорил, отсюда мы получаем 1350 в месяц. Плюс там боевой пропуск. Плюс там какие-то конкурсы, еще что-то. Плюс, ну, получаем мы еще, получается, с еженедельных заданий. То есть 4 недели мы получаем, получается, еще 400 изумрудов. Вот с 3-го задания еженедельного падает 100 изумрудов.
Вот, в принципе, и все, что я хотел рассказать по поводу траты изумрудов. Я надеюсь, кому-то это видео будет полезным. Кто-то, может быть, немножечко пересмотрит свои траты. Ну, а я в качестве благодарности вашей жду подписку на канал, лайк и хороший комментарий. Пишите, на что вы тратите изумруды. Также ждем всех в телеге. Ссылочка есть под видео. Заходите. Будем рады всех видеть. Будем рады новым людям, новому общению. Всем спасибо за просмотр, ребята. Ну и увидимся. Пока-пока. Пока.